Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln завершила переход в Аравийское море и вошла в зону ответственности Центрального командования США CENTCOM. В состав группы помимо самого авианосца входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Patterson. Текущее положение соединения обеспечивает взаимную огневую досягаемость с территорией Ирана, что резко повышает уровень военной напряженности в регионе. На этом фоне Тегеран накануне выпустил новое уведомление НОТАМ, приостанавливающее все полеты по правилам визуальной навигации VFR по всей территории страны до 25 апреля. Речь идет о запрете полетов малой и общей авиации, частных, учебных, сельскохозяйственных, спортивных самолетов, бизнес-джетов, вертолетов, беспилотников и других воздушных средств, когда пилот ориентируется визуально, без обязательного использования приборов и диспетчерского сопровождения на всех этапах. Тем временем западные СМИ и региональные источники все чаще указывают на возможную эскалацию. В частности, израильский 13-й канал отмечает, что размещение столь значительных военно-морских сил фактически приближает США к принятию решения о потенциальном военном ударе. Сообщается также о вероятном развертывании в регионе батареи противоракетной обороны ТХАД. По данным The Economist, Соединенные Штаты могут готовить масштабную атаку на Иран с акцентом на политическое руководство страны. Аналогичную оценку высказывают и страны Персидского залива, которые считают, что в ближайшие дни США способны нанести крупный удар. Их особую обеспокоенность вызывает вероятность того, что на этот раз прямой мишенью может стать именно высшее политическое руководство Ирана, что грозит дестабилизацией всего региона. Резонансным стало и заявление иранского политика Мохаммада Лариджани, который отметил, что, по его мнению, Иран теоретически способен создать атомное оружие в срок менее 2-3 недель. Параллельно президент США Дональд Трамп заявил, что американская военная армада у берегов Ирана уже превышает по масштабам ту, которая ранее была сосредоточена у побережья Венесуэлы. На фоне нарастающей напряженности свою позицию обозначила Турция. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что не верит в то, что происходящее в Иране приведет к смене режима, однако Анкара готовится к возможным последствиям дестабилизации. В частности, Турция рассматривает сценарий создания буферной зоны на границе с Ираном на случай миграционного кризиса. По итогам закрытого брифинга МИД Турции для депутатов подчеркивалось, что речь идет о предотвращении неконтролируемого притока беженцев на турецкую территорию и удержании возможных перемещенных лиц на иранской стороне границы при оказании гуманитарной помощи. При этом турецкое внешнеполитическое ведомство заявило о негативном отношении к любым формам вмешательства во внутренние дела государств региона. В материалах брифинга также были приведены данные о масштабах недавних протестов в Иране, согласно которым число погибших превышает 4000 человек, а раненых — около 20 тысяч. Россия, в свою очередь, призвала к сдержанности. Дмитрий Песков заявил, что возможный удар по Ирану приведет к дестабилизации региона, и подчеркнул, что Москва выступает за решение существующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами. Дополнительное внимание к ситуации привлек визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Азербайджан. В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и сфере искусственного интеллекта. Израильский министр также заявил, что мир с Арменией приведет к процветанию региона, и поздравил Баку с достижением договоренностей при посредничестве Дональда Трампа. Саар подчеркнул, что Израиль укрепляет стратегические отношения с Азербайджаном и нацелен на углубление партнерства в сферах энергетики, обороны, водных ресурсов, туризма и других направлений.
На фоне этого визита подконтрольные КСИР иранские СМИ распространили утверждение о якобы размещении США войск и вооружений в Азербайджане с целью возможного нападения на Иран с разных направлений. В Израиле, в свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что любая попытка Ирана нанести ущерб Израилю встретит решительный и жесткий ответ. Параллельно поступают сообщения о сбоях в работе GPS-навигации на востоке Саудовской Аравии, в Кувейте и в акватории Персидского залива, что вызывает обеспокоенность в сфере безопасности воздушного и морского сообщения. Одновременно в иранском медиапространстве звучат жесткие предупреждения в адрес прибрежных государств региона о возможных последствиях эскалации. МИД Ирана также официально опроверг публикации израильских СМИ о якобы переданных Дональду Трампу посланиях от иранского руководства с письменными гарантиями. В Тегеране заявили, что подобные сообщения являются абсолютной ложью и не имеют под собой никаких оснований. Кроме того, сообщается, что высшее правительственное и военное руководство Ирана назначило нескольких преемников на случай, если они станут мишенью в ходе возможного конфликта. По заявлению высокопоставленного представителя Центрального штаба Хатам Аль-Анбия, любой сценарий, рассчитанный на внезапность или попытку ограничить масштабы конфликта, выйдет из-под контроля его инициаторов уже на ранних этапах. Ряд стран региона также обозначили свои красные линии. Объединенные Арабские Эмираты официально заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство, территорию или территориальные воды для враждебных действий против Ирана. Аналогичную позицию, по неофициальным данным, заняли Саудовская Аравия и Катар, уведомившие США о нежелании предоставлять свои базы для нанесения ударов по иранской территории. На этом фоне западные СМИ продолжают публиковать новые данные, подчеркивая, что эскалация вокруг Ирана постепенно превращает регион в зону высокой нестабильности. Sky News сообщает, что Иран предупреждает о начале полномасштабной войны в случае нападения. New York Times пишет о распоряжении аятоллы Хаминеи подавлять протесты любыми необходимыми средствами. Израиль Хайом утверждает, что США при поддержке Израиля формируют список представителей иранского режима, причастных к подавлению протестов. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вооруженные силы страны внимательно отслеживают все передвижения американских войск на Ближнем Востоке и параллельно принимают меры по укреплению обороноспособности. По его словам, отправка дополнительных кораблей в регион никоим образом не повлияет на решимость Ирана защищать свой суверенитет, национальное достоинство и территориальную целостность. Таким образом, ситуация вокруг Ирана продолжает стремительно обостряться. На фоне концентрации военных сил, жестких заявлений и дипломатической неопределенности регион входит в фазу высокой нестабильности, где любое решение может иметь далеко идущие последствия. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы оставаться в курсе ключевых событий мира и Ближнего Востока.